Всем добрый день! Вы на канале Татьяна Мертвоглу турецкие узоры. Сегодня я вяжу вот такие вот тапочки, следочки. Они связаны на 2 спицах на размер 38-40. Значит, на 2 спицах, но выглядят как вроде бы на 5 спицах. Сначала я буду вязать верхнюю часть мысок, начну вязать с мыска, потом перейду, свяжу подошву. Потом доберу петельки, свяжу за полотно само до пятой и закончим заднюю пяточку свяжем. Значит, тянутся хорошо. На 38 размер свободно. 39-40 немножечко подтянулись. Сидят нормально. Все это я примерила уже. Значит, что мне для этого нужно? Использовала ниточки. Вот столько ниточек белых у меня осталось. Здесь грамм 20, наверное, осталось. Это акрил, стопроцентный акрил у меня, в 100 граммах 240 метров, турецкая пряжа. Но, опять же, вы можете использовать, какие у вас нитки есть. Я просто показываю, чтобы в курсе быть, какой у меня метраж. Если у вас метраж будет больше или меньше, и спицы больше или меньше, спицы у меня 2,5, то, соответственно, размер тапочки увеличится или уменьшится. Теперь по поводу размера еще. Если вам нужен будет размер меньше, вот эту вот часть мысок сократим на 2-3 ряда. И по длине на один рядок можно уменьшить. Если размер больше 40, то по ширине пусть будут такие же самые, по длине немножечко на пару рядов увеличим. Или же пряжа, если будет толще и спицы номер 3, например, то тапочки на полразмера, на размер увеличатся. Вот так вот. Значит, что еще? Теперь схема. Вот перерисовала схему, потому что она была ужасного качества. Это была вышивка, очень маленькая, поэтому мне пришлось ее перерисовывать. В готовом виде ее нету. Она там стертая, затертая была. Значит, у меня на канале вверху, сразу в шапке профиля, есть сообщество. Я схемы и фотографии туда сбрасываю. Так что схему можно будет взять там в сообществе. Ну и также в Одноклассниках на моей странице под фото в комментариях есть схема. Она вся симметричная. Вот вяжем до середины. С середины идет полностью повтор правой стороны. Также эта сторона вяжется, как и правая. Точно так же довяжем до середины и вяжется точно так же вверх. Поэтому полностью видео я всю схему не снимала, не рассказывала. То есть попетельно провязала несколько рядов, чтобы было понятно, как это все вяжется. А дальше уже будем продолжать вязать по схеме. Еще по поводу видео. Я не знаю. Одни говорят, почему так долго? Другие говорят, почему так медленно? Почему мало рассказываете? Ну, вас, тетя, не поймешь. Рассказала более кратко, мало. Рассказала подробно. Ох, как долго мы устали. Ну, включайте тогда на быстрое воспроизведение, кому сильно медленно. Кому сильно быстро, включайте на наоборот, медленно воспроизведение. Ну, как снимаю, так снимаю. Поэтому не надо таких чересчур придирок к бесплатному контенту делать. Значит так, со схемой понятно, да? Схему разместила, размещу сейчас. Вот. На тапочек мне нужны будут 2 спицы, окантовочку я буду вязать на 5 спицах. За это тоже сказала. Ну, вот и все. Весь тапочек в процессе вязания я замеряла в сантиметрах, длину, ширину. Да, все я замерила. И пяточку, и мысик. Так что в процессе видео это все будет. Ну, на этом вроде бы все. Начнем вязать. Начинаем вязать мысок. Начну я вязать с 13 петель. Наберу обычным способом на спицу 13 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Следующий ряд все провяжу изнаночными.
Первую снимаю, все до конца ряда буду вязать изнаночными. Следующий ряд провяжу все лицевыми. А с третьего ряда по изнаночной стороне начну делать добавки. В начале и в конце ряда по одной петельке буду добавлять. Все провязали изнаночными. Так, теперь следующие все лицевыми. Можно, конечно, и по лицу делать добавки, но я решила делать по изнанке. Начну с 13 петель, расширю мысок до 27, потом введу узор, потом добавлю еще 2 петельки, будет всего 29 у меня по мыску, но об этом по порядку. Так, последнюю провязываю изнаночной. Так, теперь изнаночная сторона. В каждом ряду буду делать по добавке. Первую снимаю, вторую петельку провязываю изнаночной. Вот так вот перекручиваю. До конца вяжу все изнаночными, не довязывая 2 петельки. Опять сделаю добавку. И так буду делать в каждом ряду. 2 петельки осталось у меня. Добавила одну. Последняя изнаночная. Лицевая сторона. Все вяжем лицевыми. Так, вот у нас добавка была. Провязываем ее. Переворачиваем. Изнаночная сторона. Первую снимаем, вторая провязываем изнаночную вторую петельку. Добавили одну. Дальше вяжем все изнаночными и также добавим в конце ряда. Две петельки осталось. Все. Лицевая сторона, все вяжу лицевыми. Вяжем, расширяем, довяжу, пока у меня на спице не будет 27 петель. Я к вам приду, начнем вязать первый ряд узора. Понятно, да? Вяжем, добавляем с каждой стороны по петельке в начале и в конце. 2. Первую снимаем, вторую провязываем, потом одну добавляем с изнаночной стороны. Провязала я 27 петель у меня на спице. Теперь буду вязать одну синим, одну белым, одну синим, одну белым. Так я провяжу пару рядов. Если у вас размер маленький, то вы можете этого не делать. Просто провязать 2 ряда и сразу перейти к снежинке. У меня размер 38-40, поэтому я вставила вот такую полосочку еще. Значит, вяжем лицевыми все. Одна синий, одна белый. Обратно вернусь по изнанке, все белым цветом. Одна синим, одна белым. Довязываем так до конца. Изнаночная сторона. Все провяжу белым. Сделаю последнюю добавку. Будет у меня всего 29 петель по верху. Все до конца вяжем белым. И следующий ряд я еще раз пройду одна синим, одна белым.
Только буду вязать над синей петелькой белым цветом, над белым цветом буду вязать синим. Потом провяжу еще пару рядов и начну вязать снежинку. Понятно, да? Вяжем все до конца белым. Сделаем по последней добавке. И следующий ряд по лицевой стороне провяжем точно так же, только я связала светло-голубым цветом. Вы можете связать тем же самым, если не хотите менять цвет. Довяжем, провяжем пару рядов, сколько вы хотите, и перейдем к снежинке. Провязала я еще 3 ряда. Перейду сейчас, начну вязать снежинку. Значит, сколько это у меня получилось в сантиметрах? 5 сантиметров. До начала узора получилось 5 сантиметров. Теперь провяжем 14 петель белым цветом. Снежинку буду вязать синим. Первый ряд вяжем 14 петель лицевыми. Все будем вязать лицевыми белым цветом. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Нашли серединку. У меня нечетное количество петель. 14, 14. Начало будет у нас 1 петелька с синим цветом. Всего у меня 29 петель. Так, 1 синим. Остальные все петли до конца ряда вяжем белым цветом. Вяжем все белым до конца. Второй ряд, изнаночная сторона. Первую все время я снимаю. Последнюю петельку я всегда провязываю изнаночной. Ну, по крайней мере, в этой модели. Второй ряд, первые 13 петель, 13 провяжем изнаночными белым цветом. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Далее 3 петельки синим. 1, 2, 3. Потом это закрепим, этот хвостик. Остальные петли до конца ряда вяжу белым цветом. Последнюю тоже провязываю изнаночной. Все вяжем белым. Это был второй ряд. Третий ряд. 12 петель провяжем белым цветом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Далее 1 синим. 1 белым. 1 синим. 1 белым. 1 синим. Оставшиеся петли до конца ряда вяжем белым цветом. Это был третий ряд. Я всю, конечно, снежинку вязать не буду. Вот только вот начало провяжу несколько рядов, потому что она потом все повторяется. Это в симметричном порядке. Вверх, низ, боковые стороны. Так, вяжем до конца белым. Четвертый ряд. Первые 11 петель провяжем белым цветом. Изнаночная сторона. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Далее 7 петель синим цветом. 1, 2, 3. Здесь я ниточку переведу. 4, 5,
6, 7. Оставшиеся петли до конца ряда буду вязать белым цветом. Это был 4-й ряд. До конца вяжем белым. 5-й ряд. Первые 6 петель провяжу белым цветом. 2, 3, 4, 5, 6. Вот протяжку забыла подвести ниточку. Что я сейчас сделаю? 4 петли синим. 1, 2. Теперь, чтобы не была большая протяжка, я ее вот нитку под низом протяну. 3. Эту протяну сверху, и она у меня поднялась. Перекрыла я ее. 4 синим, 1 белым, 1 синим, 1 белым, 3 синим, 1, 2, 3, 1 белым, 1 синим, 1 белым. И теперь у нас вот с середины, вот 3 петельки есть, средняя, это у нас серединка. Можете даже здесь себе поставить какой-то маркер или ниточку привязать. От этой средней петли у нас будет рисунок повторяться, только в обратном порядке. Вот мы до серединки довязали, теперь точно так же идем обратно. Здесь синяя и здесь синяя, здесь белая и здесь белая. Точно так же по одной. Какая здесь петелька, такую же провязываем с этой стороны. Вот у нас что здесь? 1 белая осталась, а провязали. Последних 4 синим цветом. Провязываем их. Последние 4 синим цветом. 1, 2. Нить проведу, чтобы не было большой протяжки. 3, 4. Все оставшиеся до конца ряда петли провяжу белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5. Это был 5-й ряд у нас. Вяжем до конца белым цветом. 6-й ряд узора. Первые 6 петель провяжем белым цветом. 3, 4, 5, 6. 2 синим. 1 белым. 2 синим. 1 белым. 1 синим. 1 белым. 1 синим. Это у нас середина. Дошли до середины и повторяем точно так же. Вот от середины что у нас? Белый, синий, белый. 2 синих, белый, 2 синих. Вяжем точно так же. Теперь что у нас здесь идет? 1 белая. Смотрим на эту сторону и вяжем эту. 1 белая, 1 синяя, 1 белая, белый, белый, синий, синий, белый, 2 синим, 1 белая и 2 последних синим цветом. Оставшиеся петли все провяжем белым. До конца ряда все вяжем белым. 7-й ряд узора. Первые 6 петель провяжем белым цветом. 4, 5, 6. 1 синим.
одна белым. Смотрим схему. Линеечкой перекрываем нужный нам ряд. Это для тех, кто первый раз вяжет, поэтому я начало, как я вяжу, начало, поэтому я показываю. Ну, кто уже знает, он и так свяжет. Синяя, белая, синяя. Одна белая. Одна синяя. И опять одна белая. Две синих. Две синих. Серединка. Пришли к серединке. Одна белая. Дальше что мы делаем? Повторяем вот все, что мы связали. Две синих, белая, синяя, белая, синяя, белая, синяя. Точно так же повторяем эту сторону. Понятно, да? Так провяжем всю снежинку. Провязываем начало. Точно в таком же порядке провязываем в обратную сторону. Еще раз покажу схему, потому что синий-белый очень много меняется. Значит, еще раз, кто не снял, заскриншотьте, остановите видео. Давайте провяжем эту снежинку все до конца. Точно так же, как мы сделали в начале. Я провяжу, опять же, 2 ряда и провяжу первые синим, белым, синим 2 полосочки, 3 полосочки. Если у вас маленький размер, вы эти полосочки можете не провязывать. Просто парочку рядов провязать белым. Провяжем снежинку, и я к вам вернусь. Закончила вязать снежинку. Вот так вот у нас получается такой мысок. Теперь точно так же, как я вязала здесь, 2 ряда голубым, синим, между ними 1 ряд белым. Точно так же провяжу сейчас здесь. После снежинки провязала 3 ряда белым. Ряд лицевой, ряд изнаночный, ряд лицевой. Теперь вяжем одну голубую, одну белую, одну голубую, одну белую. Одна белым, одна голубым. Так провяжу до конца. Обратный ряд провяжу белым цветом. Еще 1 ряд провяжу, одна белым, одна синим. После этого я провяжу 3 ряда белым цветом и закрою петли. 3 или 4, сейчас посчитаю. Ну, в общем, смотрите, кто, может быть, провяжет 2 ряда, смотря какая вам длина нужна. Сейчас я довяжу мысок, замерю его в сантиметрах, чтобы легче было ориентироваться. Все-таки у каждого все равно плотность вязания разная, и нитки могут быть у нас разные, конечно. Понятно, да? Вяжем, значит, сейчас до конца белый, синий по одной петельке. Возвращаемся обратно изнаночными петлями белым цветом. Провяжем 2 ряд также синий-белый. Пару рядов белым и закроем петли. Потом перейдем сразу на подошву. Вяжем. Провязали нужную длину мыска. Закрываем петли в конце. Так, сколько у меня в сантиметрах это получилось? 14 сантиметров. Даже чуть-чуть поменьше. 14 почти. Так. Закрою петли и перейду на подошву. По 2 петельки вместе. Закрываем. Это что ж такое? Первый раз замужем. Все, закрываем по 2 петли.
Идем до конца, закроем петли. Подошву наберу 13 петель. Начну с 13 петель и расширю до 29. Значит, под крайними двумя дужками буду вытягивать петельку. Наберем петельки в первом ряду. Так, сейчас. Набираем 13 петель. Так, тут аккуратно, чтобы не слетело. Ух, раз. Два. Под дужками, ну, чтобы попадало в петельку. Вот у нас проходит петелька. Вот так вот. В петельку и под двумя дужками. Вытащили. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 5, 6. Вот у нас там крайняя. 13. Набрали. Теперь первый ряд провязываем все изнаночными. Первую сняла, остальные все вяжу изнаночными. До последней петли, последнюю петлю все вяжем изнаночными. Где-то хвостики подтянем. Значит, сейчас что мы сделаем? Будем расширять мысок. Весь мысок я провяжу чулочной гладью по лицу лицевыми петлями, по изнаночной изнаночными петлями. Дальше я вот такой узорчик сделала. Потом покажу. Простенький, но хорошо смотрится. Теперь под двумя дужками буду вытягивать петельку. Вот крайняя. Первая у нас была провязанная. Тут может быть немножечко непонятно, этот узелок стоит под двумя дужками. Подтянули ее. Ну, я ее сразу на спицу нужно надевать. Вот. Добавили одну петельку. Остальные все вяжем лицевыми. До конца идем лицевыми. Последнюю провязываем лицевой. В конце ряда. Вот здесь мы набирали. Вот здесь мы набирали. Значит, под следующей дужкой. Где мы набирали? Сейчас рассмотрю. Да, вот мы набирали. Вот под следующей дужкой.
подтянули, перевернули. Вяжем до конца ряда все изнаночными. До последней петли все вяжем изнаночными. По изнаночной довязали до последней петельки. Переходим на лицевую сторону под двумя дужками. Вытягиваю петельку. Подтянули. Все вяжем лицевыми до конца ряда. И также наберем в конце ряда одну петельку. Последнюю лицевой. Вот у нас была петелька. Вот следующую. Так будем расширять. У меня 29 петель, у вас, если размер или ступня широкая, может быть 30. Если ножка узенькая, маленькая, может быть и 27. Поэтому я сделала, как я говорю, стандарт. Померила на 38-39. Они сидели свободно, ну как, нормально. Не болтались, хорошо сидели. Так, последнюю перевернули. Вот, под самую крайнюю, под две дужки. Захватили. Забрали петельку. Подтягиваем. Все вяжем лицевыми. И также в конце ряда. Все, расширяем мысок. Сейчас наберу 29 петель. К вам приду, начну вязать узорчиком. И дальше уже будем, после того, как расширю петли, буду соединять по методу пятки две стороны. Так, еще одна. Понятно, да? Вот он уже вырисовывается. Вот так вот. Получается у нас такой мысочек. Набираем петли. Расширила, закончила расширять мысок. У меня 29 петель на спице. Теперь вяжем по изнаночной стороне последнюю петельку. Не довязываю. Сейчас буду соединять. Одну отсюда вытаскиваю. И последнюю петельку со спицы набрасываю на нее. Я вообще-то делаю все спицей, но чтобы было более понятно, поэтому показываю крючком. Вот соединили ее. Теперь вяжу дальше. 3 петли лицевыми, 3 изнаночными, 3 лицевыми, 3 изнаночными. Вот такой будет узорчик у меня. Раз, два, 3 лицевыми, 3 изнаночными. Так вяжем до конца ряда. Раз, два, 3 изнаночных, 3 лицевых. 3 лицевых, 3 изнаночных. Раз, два, 3 лицевых, 3 изнаночных. Идем так до конца ряда. В конце ряда последние 3 лицевыми провязали. Одну петельку не провязываю, последнюю. Одну вытягиваю.
И протягиваю ее. Вот так. Все, соединила. Теперь первую снимаю, изнаночная сторона. Над лицевыми петлями буду вязать изнаночные петли буду провязывать лицевыми. Вот у меня 3 изнаночных первых, я их провяжу лицевыми. 3 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых, 3 изнаночных. Раз, 2, 3. Так идем до конца. Над лицевыми изнаночные, над изнаночными лицевые. Вяжем. В конце провязали 3 лицевых, последнюю не провязываю. Переходим на лицевую сторону, вытягиваем ниточку и перебрасываем через нее петлю, не провязанную нашу петлю, набросили, протянули через нее, подтянули это дело, сильно не затягиваем. Теперь вяжем все лицевыми и обратно вернемся все изнаночными. Весь ряд идем лицевыми, вернемся изнаночными, потом будем опять повторять 3 лицевых, 3 изнаночных, и так будем чередовать. 3 лицевых, 3 изнаночных, по изнанке их будем менять местами, между ними будем ставить 2 ряда чулочной вязки. Вяжем все лицевыми. До конца ряда идем лицевыми. Пришли в конце ряда. Последняя петелька, мы ее не провязываем. Вот сразу спицей это дело можно поднимать. Захватываем. Я просто крючком показываю, чтобы вам было виднее. Так я перекручиваю, непонятно. Захватила петельку. Ой. Петельку захватили еще раз. И протянули через непровязанную последнюю петлю. Все петли, второй ряд вяжем изнаночными. Идем до конца изнаночными, последнюю петлю не провязываем, а соединяем с боковой частью. Вяжем все изнаночными. Довязали до конца, последнюю петельку не провязываем. И накинули на нее петельку вот так вот. Поравняли. Теперь повтор у нас, как вязали первый ряд, 3 лицевых, 3 изнаночных, также я вяжу дальше. Так же само повторяю. Первая кромочная, 1, 2, 3 лицевых, 3 изнаночных, опять 3 лицевых, 3 изнаночных. По изнаночной стороне над лицевыми петлями будем вязать изнаночные, над изнаночными лицевые. Вяжем до конца. Пришли в конец ряда. Вытягиваем петельку. И протягиваю ее, смотрите. Вот. Ой. Вот протянула ее через петлю. По изнанке опять вяжем лицевые над лицевыми.
лицевые над изнаночными, изнаночные над лицевыми. Первые 3 изнаночных, значит, я их провяжу лицевыми. Вот такой узорчик. Между ними 2 ряда, 1 лицевой, 1 изнаночный. Так. Вяжем. Закончим, соединим все петельки мыска. Потом перейдем, будем вязать полотно. Вот такой вот узорчик получится. Вот соединительная петля у меня идет. В готовом изделии уже покажу. Вяжем, соединяем все боковые петельки. Дойдем до конца, я к вам вернусь. Закрыли полностью мысок. Довязала до последней петельки. Вот передняя сторона и зад. Это все совпадает по длине, по своей. Теперь что я буду делать? Наберу с каждой боковой стороны по 12 петель. 12 здесь и 12 здесь. Всего у меня будет 53 петли. Вот здесь я закончила, получилось у меня так, как раз на этой стороне. Теперь вот под каждой дужкой, под 2 дужками вытягиваю петельку. Наберу 12 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Буду вязать все лицевыми. Также наберу с обратной стороны. Обратно вернусь изнаночными. И потом буду вязать все полотно тапочка до пятой вот таким же самым узорчиком. Так вот, набрали. Первую сниму. Вяжем все лицевыми. Как раз тут у меня узор закончился на... Первый ряд узора закончился. После него у меня будет идти один ряд лицевой, один ряд изнаночный. И вот здесь провяжем лицевой. Как раз все совпадает. По всему мыску у меня получилось 11 вот этих вот рядов узора. Все, вяжем до самого конца лицевыми. Дошли до второй половинки. И точно так же наберу 12 петель с этой стороны. Наберу петли и вернусь по изнанке изнаночными. 3, 4, 5. Добираем петельки и возвращаемся, провязываем все изнаночными. Понятно, да? Вернулись изнаночными петлями по изнанке, пришли в начало ряда. Теперь будем вязать так же, как вязали мы здесь. Первые 3 лицевых, потом 3 изнаночных, опять 3 лицевых. Первую петельку снимаю. 53 петли у меня. Раз, два, 3 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых, 3 изнаночных.
буду так вязать до пятой. Раз, два, три. По изнанке над изнаночными вяжем лицевые, над лицевыми изнаночные. Точно так, как мы вязали вот начало подошвы, мысок. Раз, два, три. И вот смотрите, пришла в начало ряда, все совпадает. Здесь тоже у нас начинается 3 лицевых. Раз, два, три. Все. Вяжем. Раз, два, три. И так до конца ряда. 3 лицевых, 3 изнаночных. Значит, вот этот тапок мой, да. Сейчас мы провяжем вот эту вот часть. Вот от мыска и до пятой. Сколько у меня здесь получилось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. 9 вот этих вот рядков бороздки узора. И потом последний ряд я провяжу еще изнаночным. До пятой. Сколько здесь? Смотрим. 7,5, 8. Видно, не видно? Замерю весь тапочек. Смотрите. Тапочек у меня 23,5 сантиметра. Это в свободном состоянии. Теперь 23,5 сантиметра. Это на 38 размер. Он свободно подходит. Мы его немножечко подтягиваем. И он у нас до 25. Вот даже не вмещается в телефон. Поэтому на 38, 39, 40 свободно это проходит. Значит, что сейчас делаем? Провяжем вот эту вот часть до пятки. Если у вас размер меньше, ну, меряйте сантиметром. Вот я 23 сказала у меня, да? 23,5. У меня эта вязка хорошо тянется в длину. Поэтому, опять же, ориентируйтесь, как у вас хорошо тянется, плохо тянется. Я же этого не знаю. 22. Растянули. Смотрите в натяжку, если получается на вашу длину, на ваш размер, например, у вас 25 сантиметров длина стопы, натяжку получилось, все, останавливаемся, начинаем вязать пятую. Вяжем, вяжем, доходим до пятой, встречаемся. Провязали нужную длину тапочки, теперь переходим к пятке. Пятку я буду вязать на средних 15 петлях, слева-справа отделила по 19 петель у меня, посередине 15. Последний ряд я провязала изнаночными, и пятку буду вязать изнаночными петлями. Значит, что еще хотела сказать? Вот сколько она у меня сантиметров, сейчас померяем. 6,5 сантиметров у меня высота пятки. Ну, она под низ еще заходит. Если вам будет это высокая пята, тогда, сейчас покажу, когда будем вязать, можно по одной петельке будет сократить. Не по одной закрывать, а один раз закрыть по 2 петельки. Значит, пятку вяжу изнаночными. Последнюю петельку по изнаночной стороне я буду закрывать лицевой. 2 вместе, одну с пятки, одну с боковой части, 2 вместе провяжу лицевой. Все вяжем до конца изнаночными. Последнюю петельку с петелькой с боковой спицы провяжу вместе. Все провязываем изнаночными. Пришли в конец ряда, последнюю петельку, вот она у нас последняя петелька с пятой и петелька со спицы, 2 вместе по лицевой стороне соединю изнаночной петлей. Все. По изнанке также я буду вязать изнаночными. Довяжем, закончим, соединим все петельки до конца и начнем обвязку. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13. А там одна была 15. Смотрите, если вдруг петель вам будет много, то можно соединить не 2 вместе, а вот 3 петельки сразу вместе провязать. Это если для вас будет пятка высокая. Ну, провяжите до конца, уже там определитесь, высокая или нормальная. Все, по изнаночной стороне соединяю лицевой. Развернулись и опять вяжем и соединяем крайние петли. Вяжем. Заканчиваем вязать, закончили вязать пятку. Последний ряд петли закрываю. По 2 петельки вместе закрываю. Так, теперь подвяжу вот здесь синюю ниточку, прикрепила ее, и последнюю петельку закрою синей ниткой. Так. Белую подтянем. Теперь по всему тапочку наберу петли. У меня получилось 57 петель под 2 дужками. По одной набираю петельки. Я набираю на 4 спицы. Можно на круговые спицы набирать, кому как удобно. Наберу петли и один ряд провяжу изнаночными все. Потом провяжу 8 рядов, 8-10 рядов. Я небольшую в этот раз буду обвязку делать, невысокую. Белым цветом все лицевые провяжу. И закрою. Ну, примонтирую с обратной стороны. Понятно, да? Набираем петельки. По одной, по одной. Все, по кругу наберем петли и провяжем один ряд изнаночным. Провязала первый ряд все изнаночными. Теперь я эту ниточку оставлю вот здесь, потому что потом я этот ряд обвяжу, да, вот такой цепочкой. Поэтому я ее оставляю. Теперь дальше провяжу белой ниткой 9-10 рядов. Вот такая вот небольшая у меня высота будет тапочки. Если вы хотите повыше эту сделать обвязку, то тогда 14 рядов можете провязать. В общем, кто какую высоту хочет, столько рядов вяжите. Так, лицевыми. Все вяжем сейчас лицевыми. Провяжем белым цветом все лицевыми. И что? И все. И на этом будем монтировать, прикреплять. Все вяжем по кругу. Все петли лицевыми. Понятно все, да? Все вот так. Можно, конечно, будет просто эту полосочку оставить без обвязки, как хотите. Я обвяжу потом. Хотя я с крючком не очень дружу. Только такое самое простое знаю. Поэтому, ну, все равно обвяжу. Все. Обвязываем, вяжем лицевыми рядами нужную высоту. Провязала нужную высоту. Сколько у меня в сантиметрах? 2,5 сантиметра. Выворачиваем тапочек наизнанку. Разравниваем это все. Вот этот отворотик выравниваем. Теперь первую петельку снимаю. И буду соединять. Вот мы первый ряд вязали синим цветом. Одну петельку со спицы. Подхватываем одну синюю петельку. Захватываем белую ниточку. Протягиваем. И в петельку подтянули. Захватили. Под синюю.
Вытянули и протянули через 2. Сняли одну. Под петельку. И так идем до последней петельки, по одной соединяем. Сильно, ой, что-то сбилось. Сильно не затягивайте, но сильно свободно не бросайте. Так, ввели. Так, подхватили. И протягиваем. Раз и 2. Еще раз. Все. Так соединяем, идем до конца. Вот такая вот получается. Дойдем до конца, я к вам вернусь. Все, наш тапочек закончен. Примонтировали обвязку нашу. Теперь можно оставить так. Я что сделаю? Я еще вяжу крючком. Так, вот соединяю. Четыре воздушных петельки возьму. Раз, наберу. 2, 3, 4. И здесь 1, 2, 3 в третью. Вытащила, протянула, подтянула. Опять 4 петельки наберу. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 в третью. Подсоединяю, вытащила. И так пройду весь тапочек. 3, 4. 1, 2, 3 в третью. Раз, 2, 3, 4. 1, 2, 3 в третью. Ну, кто знает, какие кружева плести, можете по-другому обвязать. Опять же, по желанию подсоединила. 1, 2, 3, 4. Все. Вот такие вот колечки, такие цепочки получаются. Вот так вот. Все, девочки, на этом сегодня все. Всем легких петелек. Вот такие тапочки у нас получаются. Всем мира и добра. Следующее видео у меня будет зимняя тематика. Буду потихонечку готовиться к Новому году. Увидимся скоро.